Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам еще один весенний узор. Он идеально подойдет для теплых дней, для туник, для кардиганов, маечек, футболов. Узор смотрится вообще шикарно в объемных вещах. Сам узор здесь, он очень-очень простой, подойдет как для людей, которые только начинают вязать, имеют еще очень мало опыта, так и для самых-самых новичков. Он кажется немножко сложноватым, но на самом деле в исполнении очень-очень простой. Я прикреплю схему данного узора и покажу каждую петельку, как она провязывается. А теперь давайте еще раз рассмотрим лицевую и изнаночную сторону этого узора. Вот лицо вы видите. Его также можно и вязать этим узором от горловины. Немножечко вот по-другому он смотрится, выглядит, но тем не менее все равно прекрасным остается. Вот так выглядит его изнаночная сторона, достаточно гладкая и приятная к телу. Давайте начнем. По схеме вы видите, что здесь используется совсем немного приемов, такие как накид, 2 вместе с наклоном вправо и влево, 3 вместе и перекрещивание петель в жгут. Раппорт этого узора состоит из 22 петель в ширину и 28 рядов в высоту. При поворотном вязании раппорт количества петель должно быть кратно 22 плюс 13 петель симметрии и 2 кромочные петли. Это получается достаточно большое количество петель. Это вот такой кусочек получается. Вот раппорт узора, вот петли симметрии. Вяжется оно одинаково, узор повторяется в шахматном порядке, поэтому для того, чтобы не растягивать видео, я возьму четко один раппорт узора, 2 вот эти изнаночные петли симметрии и 2 кромочные петли. Провязывать буду только лицевые ряды в видео, так как в изнаночных рядах мы полностью вяжем по рисунку в данном узоре. Итак, начинаем. Первый ряд кромочная петля, 2 изнаночные, 1, 2. Далее идет накид, 2 вместе с наклоном влево. Провязываются обычным способом. 2 петельки поддевается и провязывается одной лицевой. Далее 5 лицевых петель. 2, 3, 4, 5. Теперь 2 вместе с наклоном вправо. Для этого я петельки меняю дольки их, переворачиваю петельки, чтобы у меня передняя первая долька смотрела на меня. И вот таким образом, подхватывая 2 петли, провязываю их одной лицевой вместе. Далее идет накид, 2 изнаночные петли, 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И это мы провязали полностью раппорт данного узора. Теперь у меня идет 2 петли симметрии. В моем случае это просто 2 изнаночные петли и кромочная петля. Третий ряд кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые петли,
2 вместе с наклоном вправо я меняю дольки и провязываю их как 2 вместе, вот таким образом. Накид, лицевая, 2 изнаночные петли и 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Закончили раппорт и вяжем то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Я же заканчиваю ряд 2 петлями симметрии и кромочной петлей. 5-й ряд. Кромочная, ее я просто переснимаю. 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, накид, 2 лицевые вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 лицевые вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные и 9 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И заканчиваю 2 изнаночными. Это у меня петли симметрии. 7-й ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные петли, накид, 2 лицевые вместе с наклоном влево, 1 лицевая, накид. Теперь нам нужно провязать вот эти 3 петельки вместе, но мне больше нравится, когда центральная петля идет сверху. Для этого я беру 2 петельки, переношу на правую спицу, первую поддеваю и возвращаю на левую спицу. Потом перед работой поддеваю центральную петельку и возвращаю ее тоже на левую спицу. И далее все 3 вот эти петли, вот они, провязываю 1 петлей, как 3 вместе. Далее идет накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Здесь нужно следить, чтобы не получались петельки скрещенными. В зависимости от вашего вязания вы будете или здесь, или с наклоном влево петельки 2 вместе менять местами. Накид, 2 изнаночные и 9 петель лицевой глади. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Конец раппорта. Заканчиваю ряд 2 петельками симметрии и кромочной петлей. 9-й ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Вторую часть раппорта провязываем лицевой гладью, 9 петель лицевых. И заканчиваю ряд 2 изнаночными петлями симметрии. Кромочная петля. 11-й ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевых, 2 изнаночных и вторая часть 9 петель лицевой глади. В следующем лицевом ряду мы будем перекрещивать петли вот в этой части. Вот этот джгут, перекрещивание петель. Я хочу вам показать 10-й ряд, маленькую хитрость, которой я пользуюсь для того, чтобы узор получался, жгут получался более объемным и красивым, и вязать при этом было намного проще.
Итак, 10 ряд. Там идет у нас по схеме перекрещивание 4 петли перед работой и 5 петель за работой. Значит, я вяжу кромочная, 2 лицевые, провязываю 5 изнаночных петель, делаю накид и провязываю остальные 4 петли. Далее 2 лицевые, 9 изнаночных, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые, кромочную я вяжу скрещенной изнаночной петлей. 11 ряд, в котором мы будем выполнять перекрещивание петель. Кромочная, 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. 3 вместе мы уже провязывали, поэтому просто можете следить за руками, что я делаю. Выполняю тот же самый маневр. Накид, 3 лицевые, 2 изнаночные. Теперь у нас идет жгут. Для этого я буду использовать дополнительную спицу. Можно просто их снять со спицы, но мне так не очень удобно. Иногда они убегают, особенно если скользкая ниточка. Поэтому я переснимаю 4 петли на дополнительную спицу. Сбрасываю накид и провязываю 5 оставшихся петель лицевыми. Далее я возвращаю 4 петли на основную спицу. Можно вязать из дополнительной, но мне это не очень удобно. Вы делаете как вам удобно. И провязываю их. 1, 2, 3, 4. Далее идет 2 изнаночные и кромочная. Вот такой жгут без перетяжек получается при таком способе. Я провязала половину раппорта в высоту. Вот эту часть узора, вот, начиная с 15 ряда вяжется узор точно так же, только в шахматном порядке. То есть вот эта часть у нас будет лицевая гладь, а вот где у нас жгут, это будет ажурная часть узора. Я немножечко провяжу, чтобы было видно, как это нужно делать в самом начале. Далее, там, думаю, по схеме будет все понятно. И чтобы не затягивать видео, я на этом остановлюсь. Но 2 ряда я таки провяжу. 15 ряд. Кромочная. 2 изнаночные. 9 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные. И начинаем вязать ажур. Накид. 2 вместе с наклоном влево, 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Далее 2 вместе с наклоном вправо. Накид. И заканчиваю 2 петельками симметрии. А вы вяжете то количество раппортов, которое вам нужно. 17 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, 9 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные петли, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево,
3 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая и петли симметрии. Кромочная петля. Вот здесь мы начинаем формировать вот эту часть узора. Вот эту часть узора. Вот смотрите, как получается у нас вот эти 3 вместе одной петелькой сплошной, то, что мы вязали, и жгут ровный, нигде не перетянут. И с изнаночной стороны тоже достаточно комфортно выглядит. Вот такой красивый узор. И очень-очень простой и весенний. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале!